Лежала наша общая ответственность и забота об интересах и судьбах нашей страны. Основные идеи доклада представлены Дмитрием Политбюро, выражены в нем линия на ускорение научно-технического прогресса, практические меры. А это зачем? Так положено было. Генсек должен быть чистым. Весна 1985 года. Новый лидер СССР – юноша в сравнении с предыдущими генсеками. Всего 54 года. Михаил Горбачев бодр и энергичен. Говорит или вообще без бумажки, или изредка в нее подглядывая. Своего южно-русского говора с мягким «г» и неправильными ударениями он совершенно не стесняется. На лысеющем лбу большое родимое пятно. На официальных портретах отметину старательно ретушируют, не обращая внимания на абсурдность этого действия, ведь генсек постоянно мелькает по телевидению, там пятно не спрячешь. Сразу после прихода к власти Горбачев вроде как заявляет, что положено. Дальнейшее совершенствование, всемирное развитие, светлое будущее. Отдельные недостатки. Те же слова с трудом произносил и Черненко. Но разница огромная. Горбачев говорит так, словно в стандартной оптимистической бессмыслице есть смысл. Словно он действительно верит в написанное. Общество, которое выдвигает перед собой такие грандиозные планы, связанные с преобразованием общества, с развитием экономики, улучшением всех сфер жизни, всего образа жизни. Экономика должна быть экономной. Все знания, весь свой опыт для того, чтобы... Чтобы лучше жить, надо лучше работать. Я в отпуске и могу говорить долго, а вам надо работать. Великая Россия поднимается с колен. И в саптере их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Ничего, думают советские люди, это ненадолго. Андропов тоже бодро начинал, но даже с прогульщиками не справился. Массовое переселение советских граждан в отдельные квартиры породило своеобразный феномен – кухонные разговоры. Кухня стала местом, где государство теряло свою власть, где человек выходил из-под надзора и мог свободно общаться. Вот характерный анекдот. Андропов стал генсеком, звонит, значит, Брежневу на небо. «Ну и наследство ты мне оставил там, что делать-то?» Брежнев такой: «Это не телефонный разговор, заходи ко мне». Очередь в продуктовом и посиделки с друзьями на кухне – основные способы социализации в позднем социализме. После переезда из коммуналки можно больше не опасаться соседей. Телефон, через который тебя, возможно, слушает товарищ майор, можно вынести в коридор, детей уложить спать и, наконец-то, говорить, о чем хочется. В гостях у наших героев сосед-спортсмен. Он опять ездил за границу на соревнования. Медали не завоевал, зато привез очередные импортные гостинцы. Японское баночное пиво Асахи и свежий журнал Time. Новый московский босс, переводит знающие языки Марина. Моложе, приятней и, возможно, страшнее. Таким Горбачев и выглядит опасным и непредсказуемым. Позже его станут изображать совсем иначе, но пока и в СССР, и на Западе к новому генсеку относятся с одинаковой настороженностью. О полумертвом, болезненном, но безопасном Черненко вспоминают даже с некоторым сожалением. Человек ничего не делал, но и не трогал никого. Горбачев молодой, помрет явно не скоро. Здоровья и энергии у него хватит на многое. Вопрос, на что конкретно. В апреле собирается очередной пленум ЦК КПСС. Горбачев выступает там с длинным установочным докладом. Среди традиционного словоблудия мелькает слово «перестройка», но теряется в потоке шаблонных формулировок. Более предметно Горбачев говорит об ускорении. Мол, в целом в СССР все хорошо, но есть отдельные проблемы.
чтобы их решать, необходимо ускорить научно-технический прогресс и перевооружить все отрасли народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники. Надо осознать этот новый этап и перестроиться в духе веления времени. Основной упор делается на машиностроение. То есть развивать, конечно, нужно все, но машиностроение особенно. Горбачев требует уже в следующей пятилетке ускорить темпы роста машиностроительной продукции в 2 раза. Анекдот. Приезжает Горбачев на завод посмотреть, как там дела идут. Видит, мужик с тачкой бегает по цеху, как угорелый. Почему он так быстро бегает? Так ускорение ж, Михаил Сергеевич. А почему тачка пустая? Так ускоряемся ж, грузить некогда. Все эти бодрые планы выглядели просто благими пожеланиями. Как у Андропова, который решил спасти страну от экономического коллапса с помощью повышения трудовой дисциплины. С Андроповым у Горбачева, кстати, действительно была особая связь. Еще в 1969-м, после успешного подавления Пражской весны, Андропов отправился лечить свои больные почки в Ставропольский край, в партийный санаторий. Горбачев, молодой и амбициозный второй секретарь местного крайкома партии, это как нынешний вице-губернатор области, окружил хозяина КГБ максимальным вниманием. О чем они разговаривали, неизвестно, но Горбачев в своих воспоминаниях пишет, что у него с Андроповым сложились очень хорошие отношения. Настолько хорошие, что председатель КГБ продвинул Горбачева на пост первого секретаря крайкома, то есть прям губернатора. А через 9 лет перетащил в Москву на должность секретаря ЦК по сельскому хозяйству. Современный аналог министра сельского хозяйства. В СССР тоже были министры, но центр власти находился именно в партийных структурах. Горбачеву поручили подготовку продовольственной программы, одного из самых амбициозных проектов последнего этапа советской власти. Стране было необходимо преодолеть продовольственный дефицит и зависимость от зернового импорта. Еще через год 47-летний Горбачев стал самым молодым членом Политбюро, руководящего органа КПСС, а значит, всей страны. На редкость стремительная карьера. Неудивительно, что после смерти Андропова Горбачев оказался в числе возможных преемников вместе с Виктором Гришиным, Григорием Романовым, Андреем Громыко и Константином Черненко. Но аппаратного веса для избрания на высшую должность ему тогда не хватило. Он остался просто секретарем ЦК, но в неофициальной иерархии занял 2-е место, замещая генсека в его отсутствие. Поскольку Черненко отсутствовал практически постоянно, в основном проводя время в больничной палате, Горбачев вел заседание Политбюро и успешно занимался аппаратными играми, продвигая своих людей в высшее политическое руководство страны. Например, Николай Рыжков из Госплана возглавил экономический отдел ЦК КПСС, то есть был поставлен руководить экономикой СССР. Председатель Томского обкома Егор Легачев стал главой орготдела ЦК КПСС. Это крайне важный аппаратный пост, на котором можно контролировать деятельность всего ЦК. Летом 1984-го Горбачева, на тот момент еще только главу секретариата ЦК КПСС и возможного преемника Черненко, пригласили посетить Великобританию с официальным визитом. Встреча получилась феноменально успешной. Тэтчер в какой-то момент заговорила о правах человека, об арестованных диссидентах, о британских шахтерах. Но Горбачев ловко уходил от неудобных тем и всячески подчеркивал свою прогрессивность и миролюбие. Описывая встречу в письме Рейгану, Тэтчер назвала Горбачева человеком, с которым можно иметь дело. Он готов слушать, вести диалог и думать самостоятельно. Британская пресса была поражена, что советский вождь улыбается и свободно общается, что сопровождает его обаятельная и хорошо одетая жена, а не безликие помощники и телохранители. Короче, тем, что он живой человек, а не ходячая функция социалистической системы. Если вы часто пользуетесь криптовалютой, переводите деньги за рубеж, получаете в ней зарплату или инвестируете, обратите внимание на удобный инструмент – виртуальную карту MaxSwap. С ее помощью можно в пару нажатий перевести криптовалюту в фиатные деньги на карте, которая будет работать как обычная банковская зарубежная карта. Сможете оплачивать покупки в магазинах за границей, иностранные сервисы, например, ChatGPT, Netflix, YouTube, Booking, Spotify, или платить за игры в Steam, Epic Games или PlayStation Store. Карта эта полностью виртуальная, подключается как к Apple, так и к Google Play. Решение это более доступное, чем оформление зарубежных банковских карт.
Выпускается карта в Telegram или в отдельном приложении, что вам будет удобно. Достаточно создать там свой криптокошелек, пополнить криптовалютой и сможете тратить ее как обычный день. Активация моментальная, прям в тот же день сможете пользоваться. При этом у MaxSwap довольно большие лимиты на пополнение и траты, а средства зачисляются очень быстро. Наша редакция эту карту протестировала в Европе. Все работает. Поддержку у MaxSwap мы тоже протестировали. Она живая и старается сразу вникнуть в ситуацию. Очень дружелюбный сервис. Еще есть реферальная программа. Можно посоветовать сервис друзьям, дать им ссылку, полученную через менеджера, и получать процент с их трат. А если вы напишете в поддержку промокод CATS, то 50% от стоимости карты еще и вернется к вам на баланс. Переходите по ссылке в описании и получите карту, которая будет работать за границей. В 1982 Советский Союз официально перестал строить коммунизм. Звучит это странновато, но факт. На последнем съезде с участием Брежнева в 1982 году была принята новая программа партии. А пришлось поменять ее в 1982, потому что прежняя обещала построить коммунизм к 80-му. Новая программа резко снижала ставки. Требовала всяких материальных благ на горизонте до 2000-х годов. Для каждой советской семьи, но к утопии коммунизма уже, конечно, не стремились. И это важная деталь. Она показывает, во что превратилась система к началу 80-х. Даже на уровне формальных документов, которые никто из граждан в глаза не видел, декларировать какие-то сверхцели, строительство принципиально нового общества, необходимость терпеть лишения ради этой блестящей грезы, было совершенно смехотворно. К 80-му году строили коммунизм. К 2000-м предлагалось построить хотя бы достаточно квадратных метров жилья для трудящихся. К 80-м годам даже на уровне идеологов все уехало от высоких абстракций к максимально бытовым и приземленным проблемам. Это к вопросу о том, сколько в коммунистической державе было коммунистов к концу строя. Даже среди тех, кто писал установочные документы, их не осталось. Даже мечты режима свелись к мечтам тех референтов, которые писали эти программы. Вот бы квартиру дали. К моменту смерти Черненко старая Брежневская гвардия лишилась основных рычагов влияния и смирилась с тем, что ее время ушло. За избрание Горбачева на должность генсека Политбюро проголосовало единогласно. Входило в Политбюро тогда всего 8 человек, включая самого Горбачева. Причем двое из них, Горбачев и министр иностранных дел Громыко, уже договорились между собой разделить посты генсека и председателя Совета министров. Из оставшихся 6 человек на момент смерти Черненко и обсуждения его сменщика глава Казахстана Кунаев в Алма-Ате, глава Украины Щербинский с визитом в Америке, глава Ленинградского обкома Романов на Балтийском отдыхе. В Москве вождей всего 5, и 2 из них уже в сговоре. Конечно же, можно было вызвать всех отсутствующих, но это было не в интересах Горбачева и Громыко. Именно такая конфигурация, отсутствие значимых конкурентов, позволила им быстро провернуть свой план. Когда конкуренты очухались, все было уже сделано. Со сталинских времен политика в СССР – это вот именно такие вот византийские хитрости с регламентом и составом участников. Игрища, где заседание нужно провести в тайне ото всех, кто может помешать. Таким советское государство было до конца строя. Так назначила своего последнего генсека. Свеженазначенный глава государства начинает с обновления кадров. Оставшихся соратников Брежнева отправляют на пенсию. Главой Совмина вместо 80-летнего Николая Тихонова становится Рыжков. Министра иностранных дел Андрея Громыко, которого на Западе прозвали мистером Нет, заменяет молодым Эдуардом Шеварднадзе, который на момент назначения ни разу не был за границей. Перетряхивает Горбачев и средний состав партийных органов. Секретари горкомов, обкомов, крайкомов один за другим уходят на пенсию. Расставив на ключевые позиции своих людей, Горбачев берется за реконструкцию советского общества. Как и Андропов, он считает, что основная проблема в несовершенстве человеческой природы. Но бесполезно бороться с распущенностью, ленью и воровством. Это все симптомы, надо копать глубже. Начинать следует со здоровья нации. Вот такая идея. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений.
В феврале сына наших героев, Антона, буквально принесли на руках из школы одноклассники. Неудачный прыжок через козла на уроке физкультуры, резкая боль в колене, Антону 15, он приписан к детской поликлинике. В тот же день хирург осмотрел больную ногу, диагностировал растяжение, выдал костыли и велел соблюдать покой. Через месяц все прошло. А еще через месяц, когда играли в хоккей на ближайшем катке, повторилось. Снова резкая боль, снова невозможно наступить на ногу. В общем, обычная государственная медицина не помогла. Нужно искать специалистов. Медицина в СССР бесплатная, но если нужно что-то помимо больничного или справки для школы, лучше иметь знакомых в медицинских институтах и ведомственных клиниках. Тоже бесплатных, но куда с улицы не попадешь. Дружба с профессором медицины престижнее, чем с популярным актером или спортсменом. Он конкурирует в рейтинге с директором автосервиса. Неудивительно, ведь такое знакомство может спасти жизнь. Когда-то, в 1920-е, с подачи наркома Николая Семашко советская система здравоохранения была передовой. По всей стране появились бесплатные поликлиники, больницы и фельдшерские пункты. Была введена всеобщая диспансеризация. Средняя продолжительность жизни выросла с 45 лет в 1927 году до 70 в 1965. Очень быстрый прогресс. Но к 80-м от былой эффективности не осталось и следа. То есть поликлиники и больницы, конечно, сохранились, но они страдали от тех же проблем, что и любые государственные учреждения того периода. Коррупция, очереди, тотальный дефицит всего, от лекарств до медицинских инструментов и приборов. Достаточно сказать, что Советский Союз до конца строя так и не освоил выпуск одноразовых шприцов. Атмосфера в медучреждениях царила неприятная и негуманная. Уставший и злой на весь мир персонал, причем от главврача до технички, хамство и постоянное бытовое унижение. Последнее, о чем там задумывается, это как уменьшить физические и моральные страдания пациентов. Впрочем, хорошее отношение к себе можно купить взяткой или дефицитными товарами. Дочь наших героев, Таня, все детство страдала от постоянных ангин. У советских врачей был стандартный протокол лечения частых детских простуд – удаление гланд. Они считались тогда совершенно бессмысленным органом, чистым атовизмом. В 20 веке это была популярная точка зрения во всем мире. В конце 70-х на Западе ее признали ошибочной, и количество подобных операций резко сократилось. Но в СССР от проверенных методов лечения отказываться не спешили. Так что однажды Таню отвезли в Морозовскую детскую больницу и сдали на руки медсестрам. Дальше приемного отделения родителей не пустили. Дети, если они переросли младенческий возраст, в больницах вынуждены были оставаться наедине со своим страхом. Палата на 6 испуганных девочек, обед из холодного пюре и капустных котлет, вечером кисель и манная каша с комками. Следующим утром операция. Несложная, недолгая и не опасная. Хирурги здесь делают такие по несколько штук в день. Поэтому без анестезии. Ее мало, на всех не хватит, а советские дети приучены терпеть. Поэтому ее привязывают и делают операцию прямо на живое, без анестезии. Очень больно, много крови. А врач недовольно требует не дергаться, обзывает трусихой. Но зато потом целый день пломбир в неограниченных количествах. Ничего другого есть нельзя, но Таня воспринимает мороженое как вознаграждение за перенесенные страдания. Когда еще через день ее выписывают, она только о пломбире и говорит. Антон, у которого гланды чудом уцелели, ей даже завидует. С постоянным унижением и дискомфортом советский человек сталкивается не только в медицине. Магазин, ателье, почтовое отделение, служба быта, парикмахерская. В любом советском учреждении посетитель – не желанный клиент, а обуза. В регистратуре вам нахамят, в магазине обругают, уборщица будет гонять шваброй по коридору. Но такова вся советская жизнь. И, как и во всех других сферах, советская медицина кастовая. Каждое уважающее себя предприятие, учреждение, от металлургического комбината до министерства, содержит свои поликлиники и больницы, которые никак не связаны с общей системой здравоохранения и куда доступ извне, блата, закрыт. И тем эти больницы лучше, чем богаче ведомства, чем выше они по иерархии.
Также обстоит дело с детскими садами, санаториями, столами заказов. Даже жилая застройка, о чем мы говорили уже, вся ведомственная. На этом строится вся аппаратная борьба. Каждое ведомство старается для себя и своих сотрудников создать более приличную версию советской действительности. Простая учительница никогда не попадет в санаторий, где отдыхают металлурги, а металлургу, как своих ушей, не видать ведомственного стола заказов КГБ. И лечатся они тоже по-разному. Этим же объясняется и повальная коррупция. Кто такой, по большому счету, советский врач? Это продавец на дефиците. В обувном отделе продавец не живет на зарплату. У него есть 20 пар итальянских сапог, которые никогда не будут проданы по госцене. А хирург сам себе дефицит. Никому не придет в голову прийти к нему на прием или тем более на операцию без конверта или другого ценного в советском понимании подарка. И это не потому, что хирург взяточник и иначе не будет оперировать. Будет, конечно. Но просто так устроена советская жизнь. К врачу, просто так не ходят. Классический набор на все случаи жизни. Вот самые популярные лекарства. Зеленка. Главное не обмазаться, потом не смоешь. Применяется для дезинфекции синтетический краситель в спиртовом растворе. Более-менее работает, но в мире уже давно не используется. Есть антисептики гораздо эффективнее. А в СССР встретить на улице человека, покрытого зелеными пятнами, обычное дело. Зеленкой мажут прыщи, нарывы, порезы, раскрашивают ею детей, заболевших ветрянкой. Вьетнамская звездочка состоит в основном из камфоры, эфирных масел и парафина. Приятно жжется, поэтому считается панацеей от всех вообще болезней, от насморка до менингита. Мазь Вишневского будто бы помогает от ран, язв и нарывов. Считается, что каким-то непонятным образом вытягивает гной. Изобретена еще в 20-е годы 20 века. Лечебный эффект не доказан. При применении возможны серьезные осложнения. С тех пор создали массу эффективных антибактериальных средств, но советские врачи прописывают ее, как в старые добрые времена. Или не очень добрые. В 40-е годы в СССР практически одновременно с западными странами стали разрабатывать и применять антибиотики. Это был грандиозный прорыв в медицине. Вот только на дворе 85-й год, а людей лечат антибиотиками, разработанными в 50-е, не обращая внимания на постепенное уменьшение силы воздействия и побочные эффекты. А вот еще банки. Их ставят в любых ситуациях, и не какие-то деревенские знахари. Банки – часть официальной медицины. Их используют и дома, и в больницах. Ими лечат вообще все, кроме разве что чумы и перелома основания черепа. Грипп, остеохондроз, артрит, малярия, цирроз печени – от всего помогут банки. Вам ставили? Банки надо ставить быстро и прикладывать все окружностью. Тогда кожа втягивается и кровообращение активизируется. Надо сказать, что такого рода шаманизм процветал в те годы далеко не только в СССР. В США в те времена повально обрезали младенцев-мальчиков. Произошло это с подачи религиозного фундаменталиста и по совместительству изобретателя хлопьев для завтрака Келлога. В 1930 году Келлог этот издал книгу, в которой писал, что если обрезать мальчиков, они не будут предаваться греху. И даже в 1980-е эта идея в Америке была вовсю популярна. В западной психиатрии в это же время все еще процветает электрошок и лоботомия. Так что банки и горчичники – это не так уж и страшно, в общем-то. Была у нас участковая врачиха, Нина Ивановна. Вообще как родная. Она ничего не спрашивала, диагнозы сразу ставила. Как-то раз говорит моей матери: что это он у вас желтенький какой-то? Значит, желтуха. Гепатит? Это же серьезно вроде. Какой гепатит? Никакого гепатита не было. Зато месяц в школу не ходил. Спасибо ей большое. Характерная особенность советской системы здравоохранения – участковые врачи.
В любой момент с раннего утра и до вечера ты можешь вызвать на дом участкового врача из поликлиники. Если у тебя высокая температура, кашель, насморк, болит голова или живот, врач придет в тот же день, осмотрит, поставит диагноз, выпишет лекарство. Казалось бы, куда удобнее. За участковым закреплен целый район, так что обычно за день ему надо обойти человек 30. Пешком. К тому же во многих домах нет лифтов. Пенсионерам хочется пообщаться и пожаловаться на маленькую пенсию. Алкоголикам хочется больничный. Они готовы дать за него 10. Неудивительно, что амбициозная молодежь по окончании мединститута, распределенная в поликлинике, после обязательных 3 лет отработки сбегает в больницы. А кто остается, те быстро выгорают. Лечат участковые допотопными средствами. От сердца валидол, таблетка с ментолом, или волокардин, успокоительные капли. Сердцу эти препараты никаким образом не помогают, но стереотип жив до сих пор, кто-то и сейчас так лечится. Голова болит? Пей пирамидон, изобретенный еще в 19 веке с кучей опасных побочек. При простуде – аспирин и таблетки от кашля. А еще помазать звездочкой под носом, поставить горчичники и лежать в шерстяных носках, в которые тоже необходимо насыпать горчицы. Больной выполняет эти малоприятные процедуры и думает, что выздоравливает исключительно благодаря им. Он бы очень огорчился, если бы узнал, что горчичники и носки с горчицей греть-то греют, но ни от чего не лечат. Анекдот. Какая главная особенность советской системы здравоохранения? Чтобы лечиться бесплатно, нужно иметь железное здоровье. Вернемся к ноге Антона. Обеспокоенным Михаилу и Марине стало понятно, что нужны специалисты уровнем повыше обычной поликлиники. Помочь берется сосед-спортсмен, у которого есть выходы на ЦИТО – Центральный институт травматологии и ортопедии, где лечат спортивные травмы. Там ребенку, наконец, ставят правильный диагноз. Никакое это не растяжение, а разрыв мениска. Ногу запаковывают в гипс на месяц. Лечение помогает, и Антон снова может без проблем прыгать через козла. Хорошо, что в баре уже год стояла бутылка французского коньяка. Как раз для таких вот экстренных случаев. Хирург в ЦИТО подарок оценил. Алкоголь – это универсальная валюта, лучшая взятка и лучший способ получить нужную бытовую услугу. У вас сломался унитаз, и вам не хочется ждать неделю, пока освободится жековский сантехник, можно ускорить его визит с помощью пузыря. Зачем сантехнику рубли? Он все равно понесет их в ликеро-водочный отдел в гастрономе, а там еще в очереди придется стоять. Так для чего эта усложненная товарная цепочка? Прочистка трубы, ремонт унитаза, как и все прочие бытовые услуги, имеют удобную фиксированную цену – пузырь водки. Зачет в институте, ампула дефицитного новокаина у стоматолога, чтобы без заморозки не делали, место для ребенка в детском саду рядом с домом, путевка в санаторий на июль, а не на ноябрь. Это все тоже оценивается в бутылку. Только не водки, а хорошего коньяка. Почти всю неофициальную экономику можно измерить в градусах. Потому что пьянство в Советском Союзе не исключение, а постоянная примета повседневной жизни. Как выглядит потребление алкоголя сейчас? В пятницу вечером с друзьями в бар сходить. Те, кто выпивает каждый день, воспринимаются как люди с какими-то проблемами. Можно, конечно, в магазине встретить колдыря, который в 9 утра пришел за чекушкой на опохмел. Но это исключение. В принципе, вот такая степень алкоголизма, когда люди пьют не для развлечения и социализации, а чтобы глаза залить и забыться, это социальная стигма. Это болезнь. Но представьте себе, что люди бухают каждый день. Что пьяный крановщик, машинист электрички, штукатур, врач пьяный – это норма жизни. Что у дешевой водки крышечка – так называемая бескозырка. Открыл – уже не закроешь, допивай. Патрульные экипажи собирают уснувших в снегу и на лавочках граждан, как урожай озимых, забивая до отказа милицейские бобики. Для миллионов людей проснуться в вытрезвителе – обычное дело.
Советский Союз реально допился до чертиков. Об этом строчка Высоцкого. «Мы тоже дети страшных лет России, безвременья вливало водку в нас». Люди живут в безвремени. С работы, где они делают вид, что работают, а государство делает вид, что им платят, они возвращаются домой, где та же хлебная котлета и те же макароны, что и вчера, и завтра, и 10 лет назад, и через 10 лет. В телевизоре репортаж из передового совхоза и фильм «Иван Бровкин на целине». Словосочетание «культурный досуг» — это что-то из парторговского лексикона. Публичная лекция о размножении дрозофил. Поход в лес на лыжах. Хорошие концерты, западные фильмы, современный театр, любые качественные развлечения в большом дефиците и де-факто недоступны среднему гражданину. У него куча времени уходит на исполнение обязательных ритуалов, посещение партийных и комсомольских собраний, субботников, докладов по теории марксизма-ленинизма. Пустоты в жизни это все не заполняет никак. Заполняет алкоголь. Алкоголь – главная форма социального взаимодействия. Любой трезвенник воспринимается с недоверием. Не пьет не наш человек. Отрывается от коллектива. Что-то с ним не так. До сих пор от этого страдаю. Алкоголь – мощный объединяющий фактор. Пьют все. Пьют портвейн Агдам, рабочие после смены в ближайшей подворотне. Пьют писатели, заливая глаза грузинским коньяком в суперэлитном ресторане Центрального дома литераторов. Пьют младшие научные сотрудники в коммуналках и старшие научные сотрудники в кооперативных квартирах. Пьют киношники прямо на съемочной площадке, осветители и режиссеры, гримерши и заслуженные артисты СССР. Пьют студенты и передовики производства, лауреаты Ленинской премии и дворники. И с каждым годом пьют все больше. В начале 70-х в СССР потреблялось 5 литров спирта на душу населения в год. В середине 80-х 10,5 литров. А с учетом самогоноварения цифры могут быть еще выше – около 15 литров. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни советского гражданина уменьшается. Плохое питание – только часть проблемы. Сильно пьющее население буквально вымирает. Что уж говорить о производительности труда и рабочей дисциплине. Так что первая серьезная инициатива Горбачева вполне объяснима так-то. В полном соответствии со стандартной бюрократической логикой он просто решает запретить алкоголь. Причины пьянства ему не интересны. Нет алкоголя – нет проблемы. Уже 7 мая, всего через 2 месяца после прихода нового генсека к власти, принимается постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Вслед за ним, дословно его повторяющее, постановление Совета министров СССР. 16 мая, сразу после майских праздников, видимо, чтобы поменьше травмировать население, аналогичное постановление принимает Президиум Верховного Совета СССР. За распитие спиртных напитков в общественных местах суровые штрафы. Если поймают в первый раз 20-30 рублей, во второй от 30 до 50, в третий уже 100 рублей. За распитие на производстве сразу 50 рублей, а средняя зарплата в 85-м 190 рублей. Продажа алкоголя теперь с 21 года. Угостить юношу или девушку до этого возраста – уголовное преступление от 2 до 5. За изготовление самогона с целью сбыта или просто за сбыт от 1 до 3 лет тюрьмы. При повторном правонарушении – от 3 до 5 с конфискацией имущества. Власть прекрасно понимает, что наказания сами по себе никого не остановят. Лучше уничтожить источник соблазна. В СССР сокращают производство алкоголя. За год оно падает почти в 2 раза. Пейте соки, воды, квас и газировку из уличных автоматов. Отменяют продажу спиртного в самолетах, поездах, гостиницах и столовых. Закрывают ликеро-водочные магазины. Например, в Москве их было 1500, а осталось 500. Более того, теперь алкоголь можно купить только с 2 дня до 7 вечера. То есть только в самое рабочее время. Предполагается, что трудящемуся населению некогда будет закупаться водкой. Но на практике скорее некогда будет работать. К магазинам сразу после обеда выстраиваются огромные очереди. Так горбачевская антиалкогольная кампания случайно отменяет предыдущую по борьбе с прогулами. С прилавков исчезает главное в глазах народа достижение Андропова – водка его имени. Андроповка по 4,70. Самая дешевая водка теперь почти вдвое дороже – 9 рублей 10 копеек. Стишок такой тогда был, при Брежневе придумали. При Андропове забыли, при Горбачеве вспомнили. Было 3, а стало 5.
все равно мы будем брать. Даже если будет 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну а если будет больше, будет здесь тогда как в Польше. Ну а если 25, снова зимний будем брать. Такие дела. Повсюду реклама трезвости. На стенах плакаты, в прессе карикатуры, в фитиле сатиристические ролики про пьянство. Лекторы общества знания переключаются с разоблачения пороков капитализма на рассказы о вреде крепких напитков. Из ниоткуда возникает новая организация – Всесоюзное добровольное общество за трезвость. Вступают в него, правда, в обязательном порядке. Практически мгновенно оно разрастается в гигантский бюрократический организм. Первичные ячейки на предприятиях, районные, областные и республиканские отделения, оргкомитеты, президиумы. На собраниях общества трезвости читают речи о единогласном одобрении политики партии по борьбе с пьянством. Прорабатывают пойманных нарушителей здорового образа жизни и составляют отчеты об оздоровлении нравственного климата в трудовых коллективах. Михаилу тоже пришлось вступить в это общество. Велел начальник. В институт спустили план по 2 человека от отдела, самых непьющих. 2 раза в неделю наш герой теперь приходит домой на час-два позже. Заседание общества, конечно, проходит после работы. Членские взносы – рубль в год. Но Михаилу приходится тратить больше. Что может помочь от скуки на собраниях лучше, нежели выпить на задних рядах? По всей стране теперь проходят безалкогольные свадьбы. Репортажи о них показывают по телевизору. Вот молодожены пьют лимонад и произносят тосты за здоровый образ жизни. Вот им дарят путевку в дом отдыха на медовый месяц, и все отправляются на пробежку. Когда телевизионщики уезжают, на столе появляются напитки покрепче газировки, и праздник продолжается по-нормальному. В моду вошли самовары. Их ставили на свадебный стол, но наливали туда не чай. Помещалось этого не чая в самовар много. Алкоголь становится нецензурным. В издательствах из книг убирают всякие упоминания о нем. К примеру, в 86-м выходит журнальная версия романа Стругацких «Хромая судьба», где вырезаны все сцены употребления спиртных напитков. Водка, виски и коньяк заменены на газировку, которую, как мстительно приписали авторы, герой пьет с отвращением. Под негласный запрет попадают и фильмы. «Иронию судьбы», где завязка сюжета построена на злоупотреблении алкоголем, с 85 по 89 не показывают ни в кино, ни по телевизору под Новый год. Комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» изначально собирались назвать «10 капель перед стрельбой». Но 10 капель теперь это слишком много. Все. Анекдот времен Горбачева. Звонят Горбачеву откуда-то из глубинки. Михаил Сергеевич, срочно пришлите 2 вагона водки. Да вы что, ополоумели? У нас антиалкогольная кампания. А у нас бунт. Мужики протрезвели и спрашивают, куда дели царя? До бунта дел не дошло, но население СССР очень разозлилось. Люди, может, и не прочь были что-то сделать с повсеместным алкоголизмом, но попытка устроить сухую ломку всей стране вызвала только дополнительную неприязнь к власти, которая и без того не пользовалась большой популярностью. Поскольку советские люди были чемпионами по части пассивного сопротивления, они и здесь применили контрмеры. Антиалкогольная кампания, по задумке, имела натурально сталинский масштаб. Поменять фундаментальный образ жизни целой страны. Это было сродни новой коллективизации. Сталинский замах требовал сталинского государства. Для такого нужна консолидированная сатрапия, где нарушителей порядка физически ликвидируют, где царит абсолютный ужас и машина репрессий перемалывает людей, где она способна добраться до каждого хутора, залезть на каждую свадьбу и в каждый самогонный аппарат. Советский Союз 80-х государство принципиально иное. Оно уже в значительной степени расползлось, а рычаги репрессий разболтались. Людьми правил не страх, а апатия и разочарование. Антиалкогольная кампания сочетала в себе показушную, бессмысленную жестокость с полным попустительством. Человеку могли разрушить карьеру за выпитую на юбилее рюмку, но при этом все знали, что налито в этих самоварах на безалкогольных свадьбах. Все знали, где торгуют самогоном. Все понимали, что государство стремится отчитаться, а не добиться цели.
Так было со всеми масштабными компаниями этих времен. Государство по-прежнему стремилось к тотальности и радикальности. Но в реальности все как-то жили, потихоньку обходя эти строгости. Например, стали массово варить самогон. Это можно понять по количеству проданного сахара. С 85 до 87 оно увеличилось на 18%. На свадьбах ни капли. На поминках разрешается по 150 грамм спиртного. Ну как же так? А вот поминка так. Женятся люди по 5 раз. И что ж, каждый раз подаваем шампанское? А поминки бывают один раз. Молча выпили и разошлись. Люди начали пить то, что раньше употребляли только совсем опустившиеся забулдыги. Денатурат, стеклоочиститель, лосьоны на спиртовой основе. В повседневный обиход вошло выражение «питьевой одеколон». Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон пьет двойной бурбон. Песня Наутилуса 86 года. И она очень даже злободневна. Вокруг провинциальной девушки, о которой эта песня, все пьют как раз одеколон. Тройной самый простой. Гвоздику или ландыш ароматизированные. Анекдот. В парфюмерном магазине огромная очередь. Завезли одеколон «Гвоздика». В руки выдают по 2 бутылочки. Доходит очередь до интеллигента профессорского вида. Он говорит: «Простите, тут этикетка оторвалась, вы не могли бы заменить?» Очередь возмущается: «Чё выпендриваешься? Давай быстрей!» Интеллигент: «Вам что, вы в подворотне выпьете, а мне на стол ставить, диссертацию обмывать». Гвоздика, кстати, очень сильно помогала от комаров. Запах, наверное, отпугивал. Убивала их на лету? Ну, убивал, не убивал, не знаю, но отпугивал точно. Водка стала дефицитом. А дефицитом советский человек привык затариваться по максимуму. Если ж ты отстоял 2-часовую очередь и добрался, то купишь не одну бутылку, а сколько сможешь утащить. Ну и не стоять же им дальше без дела, этим бутылкам. Многие потом признавались, что никогда столько не пили, сколько во время Горбачевской антиалкогольной кампании. А вот еще анекдот того времени. Приезжает Горбачев на завод. Подходит к рабочему, тот у станка работает. Он говорит: «О, как ты ловко работаешь, а вот небось бы после стакана водки не мог бы». «А чё ж не мог бы? Смог бы». «Так значит, после 2 не смог бы». «Да и после 2 смог бы». «Так значит, после 3 не смог бы». «Ну я же работаю». Еще одна жертва кампании трезвости – виноградники. По одной версии, никто их специально не уничтожал. Лозы погибли из-за суровой зимы 85-86 годов. А из-за антиалкогольной кампании их просто не стали высаживать заново. По другим данным, в СССР вырубили около 30% виноградников. Не радовались сухому закону не только обычные граждане, но и чиновники. Советская экономика и так не отличалась устойчивостью, а теперь, из-за сокращения продаж алкоголя, не досчиталась по разным данным от 50 до 60 миллиардов рублей. Это примерно 1/6 доходной части всего бюджета СССР в 1985 году. Так что постепенно кампанию пришлось свернуть. Уже в 1986-м пропаганда трезвости сошла на нет. На нарушения перестали обращать внимание. А 24 июля 1990 года ограничения отменили уже официально. Горбачев, за которым закрепилось прозвище «Минеральный секретарь» и «Лимонадный Джо», по названию популярного тогда чешского комедийного вестерна, результатами кампании остался доволен. Потому что пить и умирать от алкоголя стали действительно гораздо меньше. С 85 до 90 смертность в СССР уменьшилась на четверть. Всего было спасено около 700 тысяч жизней. На 20% сократилось количество преступлений. Огромная их часть совершалась в состоянии алкогольного опьянения. Но эффект оказался недолговременным. В 90-е потребление алкоголя вновь стало расти. К 93-му, по подсчетам современных исследователей, достигло уровня 1984 года. Продолжительность жизни опять уменьшилась. Силой приучить людей к трезвости не удалось. Небольшое объявление из дня сегодняшнего относительно финансов. Обращение к моим состоятельным зрителям.
У нас вообще запланировано еще примерно 9 серий этого сериала. Наш план состоял в том, чтобы снять сериал от Брежнева до Путина в этом формате. В формате, который вот так вот погрузит зрителя в атмосферу того времени и позволит не только понять, но и прочувствовать изменения, которые происходили. Ну а кто-то их просто вспомнит. По итогу я также хотел выпустить книгу. Но оказалось, что снимать такой сериал неподъемно для нашего канала. Мы ожидали вначале, что каждая серия будет обходиться $15,000, но оказалось более чем в 3 раза дороже. В прошлом году мы чуть ли не всю прибыль канала вложили в эти съемки. Дальше снимать сериал просто своими силами мы не можем. Поэтому следующие серии мы будем выпускать только если найдутся люди, готовые финансировать именно этот проект. Небольшими платежами собирать на такое мне как-то не хочется. Есть много нуждающихся проектов, поэтому я тут обращаюсь к состоятельным зрителям моего канала. Если вы готовы финансировать съемки сериала на сумму от $5000 или больше, пишите прямо мне в личный телеграм, он сегодня в описании к ролику прям приложен. Если таких людей найдется хотя бы 10 человек, мы сможем продолжить съемки и выпустим 4-ю серию, а потом, надеюсь, 5-ю, 6-ю, 7-ю и так дальше. Ну, продолжаем просмотр. Сентябрь 85-го. Новый учебный год. 15-летний Антон в 9 классе. У старшеклассников даже школьная форма другая. Вместо кургузы курточки длинный пиджак, как у взрослых. В расписании появилась начальная военная подготовка, НВП. Ее ведет отставной подполковник. Он учит школьников маршировать строем, разбирать и собирать автомат Калашникова, надевать противогаз и правильно вести себя при ядерной атаке. Впрочем, советские подростки знают, что надо делать в таком случае. Упасть на землю, закрыв голову руками, на ядерный гриб не смотреть, при первой же возможности двигаться в сторону ближайшего укрытия. На уроках НВП показывают успокоительный диафильм. Это такой типа комикс. Картинки с подписями на фотопленке. Ее заправляли в диапроектор, вешали на стену простыню, и дети смотрели истории про Гулливера в стране лилипутов, Чиполлино, Незнайку или про Дениску из рассказов Драгунского. Диафильм, который показывают на НВП, конечно, не такой увлекательный. Граждане организованно направляются в бомбоубежище, комфортно располагаются на нарах, деловитые пионеры и комсомольцы рассаживают людей и готовят вкусный обед. Бомбоубежищ в Советском Союзе множество. Под заводами, больницами, школами, в подвалах многоэтажных домов. Там стоят нары и электрогенераторы, хранятся противогазы, запасы воды и консервов. Ну, вернее, должны храниться. А на самом деле по-всякому бывает. Часто вместо этого там сваливают красные знамена и другой разнообразный реквизит для демонстрации. По инструкциям, в таких местах должны быть еще и желтые аптечки с наркотическими обезболивающими. Трамадолом. Однако на практике, конечно, ни в одном бомбоубежище его никогда не было. Атмосфера почти как в компьютерной игре и сериале Fallout. В позднем СССР ядерная война – прям привычный информационный фон. Официальная пропаганда, с одной стороны, работает как транквилизатор, мол, народ и партии едины, все в стране советов хорошо и будет только лучше. С другой стороны, перманентно нагнетает. Дорогие граждане, есть немаленький шанс, что мы все умрем. Империалисты того и гляди шарахнут по нам бомбой. Ястребы Пентагона раскручивают гонку вооружений. Мир от катастрофы спасают только ежедневные усилия миролюбивого Советского Союза. На каждом углу плакаты с отчаянными призывами к миру. В каждом номере каждой газеты карикатуры с дядей Сэмом, размахивающим ядерной бомбой. По телевизору крутят фильм 1975 года «Бегство мистера Маккинли». Как один американец решил переждать тревожные времена, лег в анабиоз, но когда проснулся в будущем, то обнаружил постядерную пустыню. Мораль – бесполезно убегать от проблем, надо бороться за мир здесь и сейчас. Советские граждане к пропаганде относятся скептически, поэтому в миролюбие советской власти не верят. А вот в то, что планета со дня на день взорвется, вполне себе. И чем больше слышат о мирных инициативах стран соцблока, тем тревожнее им становится. У армянского радио спрашивают, будет ли ядерная война? Конечно, не будет.
будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. А ведь еще совсем недавно, в конце 70-х, жителям СССР казалось, что худшее позади. Действовала так называемая политика разрядки. Были подписаны 2 советско-американских договора об ограничении стратегических вооружений. Космические корабли «Союз» и «Аполлон» стыковались в космосе. Президенты Ричард Никсон и Джеральд Форд ездили в СССР, а Брежнев в Соединенные Штаты. Страх атомной бомбы пошел на убыль. Но потепление длилось недолго. В конце 79-го советские войска вошли в Афганистан. Последовала резкая реакция Запада, бойкот Олимпиады и свертывание очередных переговоров о ядерных вооружениях. And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. СССР еще в 1976-м начал размещать на европейских границах новые ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер». В 1979-м США решили в ответ установить в Западной Европе ракеты аналогичного класса «Першинг-2». До вторжения в Афганистан стороны надеялись договориться о сокращении таких ракет, но теперь переговоры застопорились. А после прихода к власти Рональда Рейгана окончательно зашли в тупик. Першинги начали готовить к отправке. Внутри Советского Союза пропаганда мира становится совсем уж надрывной. По телевизору каждый день показывают репортажи о скором размещении в Европе першингов. Появляется множество песен про взаимное ядерное уничтожение. Надо твердый дать ответ солнечному миру. Да, ядерному взрыву. Нет, рядом радость и беда. Надо твердый дать ответ солнечному миру. И это песня Александры Пахмутовой «Пока не поздно». Ядерному взрыву. Нет, солнечному миру. Да. А вот на школьных вечеринках, дискотеках мы кричали: ядерному взрыву да, солнечному свету нет. Так наоборот же. Да какая разница, главное громче орать! Нейтронным ядом. У Виа Ариэль вообще 7-минутная жуткая композиция. Монолог «Падающие бомбы». Ариэль поет: «Земля в могилах, земля в могилах». Даже Алла Пугачева не остается в стороне, хотя у нее песня самая проникновенная. Что планета наша хрупкое стекло. В статьях и телепередачах обсуждают недавнее мрачное открытие. Советские ученые Георгий Голицын и Александр Гинзбург на основе данных о марсианской атмосфере разработали модель так называемой ядерной зимы. А именно, после атомной бомбежки резко опустится температура. Чудовищные вихри уничтожат все поверхности планеты. Погибнет вообще все живое. Американский астрофизик Карл Саган подтверждает эту гипотезу. Через 20 лет выяснится, что марсианская атмосфера тут ни при чем, и модель некорректна, но пока что в правоте ученых никто не сомневается. Тем временем президент Соединенных Штатов Рональд Рейган все активнее ругает Советский Союз, а в марте 1983-го и вовсе объявляет его империей зла. По его словам, коммунистическая классовая мораль – это на самом деле полное отсутствие морали, то есть зло. Рейган утверждает, что все равно стремится к миру и переговорам о сокращении ядерного арсенала. Но советское руководство уверено, что дядя Сэм вот-вот перейдет от слов к делу и обрушит свои добрые ракеты на злой СССР. В точности, как стращает пропаганда. Тем более, что всего через 2 недели президент США заявляет, что Америка приступила к разработке стратегической оборонной инициативы, программы СОИ. Цель программы – создать над Штатами непроницаемый щит для атакующих ракет. Как именно, непонятно. Никакой конкретики в этой программе нет. Зато есть разнообразные фантастические предположения. Спутники с ядерными бомбами, орбитальные зеркала, собирающие лазерные лучи и направляющие их в летящие ракеты, рельсостроны, разгоняющие снаряды до скорости несколько километров в секунду.
В американских СМИ сои иронично называют «звездными войнами», имея в виду сказочность предлагаемых идей. В СССР, где об этом одноименном фильме знают лишь понаслышке, заокеанскую иронию не считывают. Советская пропаганда называет сои смертоубийственным планом американской военщины и дополнительно стращает население. Советские люди немедленно сочиняют массу чернушных анекдотов. Типа, что делать в случае ядерной войны? Завернуться в белую простыню и медленно ползти на кладбище. А почему медленно? Да чтобы очередь не создавать. Из программы сои в итоге ничего не вышло. Рельсотрона и космические зеркала так и остались на бумаге. Есть версия, что Рейган и не собирался претворять в реальность всю эту фантастику. Целью было запугать СССР, заставить противника увеличить военный бюджет, чтобы советская экономика окончательно надорвалась. Правда, советские власти, посоветовавшись с учеными, пришли к выводу, что все эти прожекты так и останутся на стадии разработки. Военный бюджет остался на прежнем уровне и без того непосильным для советской экономики. — 20 ноября 1985 года, среда. Антон продолжает свою карьеру политинформатора. В Колумбии извержение вулкана. В Великобритании женщины продолжают протесты у базы ВВС США в Гринем-Коммон. В СССР сдана очередная секция трубопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Одноклассники и учительницы, как всегда, во время доклада дремлют. Но последняя новость их будет. Вчера в Женеве встретились генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и президент США Рональд Рейган. Состоялась дружеская беседа. Это что-то новенькое. Придя к власти, Горбачев сообщил, СССР в качестве жеста доброй воли объявляет мораторий на размещение ракет в европейской части страны. Мораторий действует до ноября. За это время президенту США предлагают встретиться с Горбачевым и обсудить дальнейшие меры по уменьшению международной напряженности. В отличие от привычных абстрактных призывов к миру, это конкретные действия. И они приводят к практическим результатам. После знакомства Горбачев называет Рейгана динозавром, а Рейган Горбачева твердолобым большевиком. Но это совершенно не мешает им сделать совместное заявление о необходимости разоружения. А в ночь на 1 января 1986-го Горбачев и Рейган выступают с новогодними обращениями. Горбачев поздравляет американцев, а Рейган — советских граждан. Пионеры еще поют на смотрах школьной самодеятельности про ядерный взрыв и солнечный мир. Но на самом деле холодная война подходит к концу. Good evening. This is Ronald Reagan, President of the United States of America. Граждане Соединенных Штатов. Dear Americans, I'm pleased to speak to you on the occasion of the new year. in our efforts for peace, we should be guided by an awareness of the fact that today Let's work together to make it a year of peace. is to offer it a safe prospect of peace, a prospect of entering the third millennium without fear. А у меня, между прочим, в детстве второй разряд был по шахматам. А я только в Чапаева умею. Бывает. В СССР каждый вид спорта – дело государственной важности. И один из самых любимых – шахматы. Где-то рядом с хоккеем, если даже не главнее вообще. Государство вкладывает в спорт немалые деньги. Во всех домах культуры и дворцах пионеров шахматные кружки с хорошими педагогами. В пансионатах и санаториях гигантские садовые шахматы. В обычных газетах и журналах рядом с кроссвордами шахматные задачи. По телевизору передача «Шахматная школа». Гроссмейстер Юрий Авербах разбирает партии и выдает задачи для самостоятельного решения. Если их решишь, получишь взрослый разряд. Студенческие чемпионаты, чемпионаты заводов, колхозов и профсоюзов, сеансы одновременной игры с гроссмейстерами и международными мастерами. Шахматы в СССР повсюду, примерно как баскетбол в США или сумо в Японии. Для государственной пропаганды успехи в шахматах означают, что советские люди самые умные. С 1948 по 1974 год, 26 лет подряд, чемпионами мира становятся исключительно советские шахматисты. Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский. Иностранные гроссмейстеры даже не мечтают вмешаться в их взаимные разборки. В
В 1972 году эту гегемонию ненадолго прерывает американец Роберт Фишер. Для советской власти это унижение, вернуть шахматную корону теперь государственная задача. Все вокруг поют новую песню Высоцкого про эту спортивно-идеологическую истерику. Ее герой, получив партийное задание любым способом победить вражеского Шифера, запугивает того мощным бицепсом. Честь короны шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Спасителем советских шахмат стал 23-летний Анатолий Карпов. На матч с ним в 1974 году Шифер, то есть Фишер, отказался приезжать, выставив маловыполнимые требования. Карпова назначили чемпионом мира ввиду неявки соперника. В спорткомитете СССР вздохнули с облегчением. Все в порядке, советскому интеллектуальному доминированию опять никто не угрожает. После несостоявшегося матча Фишер вообще уходит из шахматного спорта. Советские гроссмейстеры снова соревнуются исключительно друг с другом. А Карпов теперь лицо советских шахмат. В глазах советских руководителей он идеальный кандидат на эту роль. 23-летний русский парень из провинции, из уважаемой семьи, отец-инженер, создатель системы залпового огня «Град», комсомолец. Не выпендривается Карпов, дружит с начальством. Его отправляют на международные турниры. У него лучшие тренеры и лучшие условия для подготовки. Возмутившись такой несправедливостью, из СССР сбегает второй сильнейший гроссмейстер Виктор Корчной. Поселившись в Швейцарии, он обыгрывает всех подряд и в 1978-м получает право на матч за звание чемпиона мира с Карповым. Перебежчик, презренный предатель Родины против партийного любимца, члена ЦК ВЛКСМ. За матчем с замиранием сердца следит вся страна. Многие болеют за Корчнова. В репортажах его фамилию, по известной в тоталитарных обществах магической традиции, не произносят. Называют просто претендентом. Карпов, хоть и с минимальным преимуществом, но побеждает. По возвращении в СССР он дает интервью спортивному комментатору Виктору Маслаченко. Радость победы, она, конечно, огромная, но самым радостным днем, самым торжественным днем нашей делегации был день получения телеграммы от генерального секретаря Центрального комитета, от председателя Президиума Верховного Совета товарища Леонида Ильича Брежнева. Трудно передать то волнение и восторг, какой испытали мы, члены советской делегации, получив телеграмму, получив столь высокую оценку нашего труда. Через несколько дней дорогой Леонид Ильич, который только что перенес первый инсульт, вручает Карпову орден Трудового Красного Знамени. В 1981-м Карпов опять побеждает Корчнова. Кажется, что его чемпионство навсегда. В 1982-м он становится председателем Советского фонда мира, сменяя на этом посту классика советской литературы Бориса Полевого. Советское начальство с удовольствием бы заморозило ситуацию в шахматах навсегда. Но тут появляется новая восходящая звезда – 18-летний Гарри Каспаров. Он вполне системен, разумно сменил еврейскую фамилию отца Вайнштейн на азербайджанскую по матери Каспаров. Его поддерживает член Политбюро, глава Азербайджана Гейдар Алиев. Проблема с Каспаровым в том, что он слишком амбициозен, разносит на шахматной доске всех подряд, быстро продвигаясь к чемпионскому матчу. И почему-то не принимает во внимание, что титул Карпова не просто спортивное достижение, а важная государственная должность. Начальник управления шахмат Госкомспорта Николай Крогиус, гроссмейстер, прямо говорит в частных беседах: на данный момент у СССР есть один чемпион мира, другой нам не нужен. Каспаров считает иначе. В 1984-м, разобравшись со всеми соперниками, он добивается матча за титул чемпиона. Каспаров и Карпов играют в Москве, в колонном зале Дома Союзов. Соперники полные противоположности. Карпов, 33-летний функционер, играет солидно, уверенно, в неяркой позиционной манере. Каспаров, 21-летний сокрушитель авторитетов, предпочитает авантюрную, ультракомбинационную игру. Несмотря на поддержку Гейдара Алиева, в глазах публики он борец с системой, которую воплощает любимец властей Карпов. Практически все в стране болеют за Каспарова, даже те, кто слона от ладьи отличить в жизни не может. Каспаров долго не может справиться с нервами. После первых 9 партий он проигрывает с разгромным счетом 0-4. Затем слегка приходит в себя и вроде как останавливает
победительный напор Карпова. Следует 17 ничьих подряд. Следующую партию выигрывает Карпов. Счет 5-0 в его пользу. По тогдашнему регламенту матч идет до 6 побед. Карпову остается всего ничего, чтобы разгромить дерзкого выскочку. Но Каспаров упирается. Снова ничья за ничьей. Матч длится уже полгода. Умирает сменивший Брежнева Андропов, не дождавшись, когда же, наконец, Карпов выиграет нужную для победы единственную партию. Про затянувшееся противостояние сочиняют анекдоты. Например, такой. Карпов и Каспаров начинают очередную партию. Каспаров двигает пешку. Карпов смотрит в окно. Видит там собаку. «Чья собака?» – спрашивает Карпов. «Ничья», – отвечает Каспаров. «Согласен», – говорит Карпов, и гроссмейстеры пожимают руки. После 40-й ничьей Карпов резко сдает и начинает проигрывать партию за партией. Счет 5-3. Карпов в очевидном нокдауне. И в этот момент президент Международной шахматной федерации Флоренцо Кампоманес, известный большой дружбой с СССР, останавливает матч. Хватит, мол, превращать благородный спорт в соревнование на выносливость. Всем понятно, что произошло. Хотя формальных подтверждений нет до сих пор. Карпов – часть режима. Победить его – значит победить режим. Тот, кто хочет это сделать – диссидент и бунтовщик, даром что Каспаров – вполне себе советский комсомолец. Хочешь стать чемпионом мира без санкций руководящих органов? Слишком многого хочешь. Не позволим. Советские люди примеряют эту ситуацию на себя. С подобным они сталкиваются каждый день. Партийная иерархия непобедима. Социальные лифты отсутствуют. Любое изменение запрещено. Так что возобновление поединка ждут с особым нетерпением. Для советских людей это не просто спортивное состязание, а противостояние системы и яркой, свободной индивидуальности, не желающей играть по навязанным правилам. Новый матч начинается в сентябре 85-го. В стране уже полгода как новая власть. Она говорит об изменениях, о том, что теперь все пойдет по-новому. Но советские люди не уверены, что ей стоит верить. Хотя, конечно, очень хочется. Первые подозрения, что в стране происходит что-то неожиданное, возникли через 3 месяца после назначения Горбачева генсеком. 15 мая 1985 года он приехал в Ленинград и прямо на площади у Московского вокзала пошел общаться с народом. Понятно было, что это не просто неожиданный душевный порыв общительного генсека, что зафиксировавшие беседу телекамеры возникли там не случайно. При этом общение с народом не выглядело постановочным. Это было максимально непривычно. Советский начальник, ответственный партийный работник, неважно какого уровня, не должность, а отдельная каста. И эти люди не только особым образом одеваются, питаются особыми продуктами, ездят на особых машинах, которые даже теоретически нельзя купить. Эти люди вполне определенно и узнаваемо ведут себя на публике. Ярких ораторов среди советской номенклатуры Сталин придушил еще к концу 30-х. Эпоха живчика Хрущева была недолгой. К 1985 году уже 20 лет, как публичный стиль советской власти сохраняется неизменным. Чиновники на всех уровнях говорят с гражданами тяжелым и вязким языком официальных докладов и отчетов. Монотонная интонация, однообразные тексты и десятки страниц, где коммунистические догматы и цитаты из Ленина переплетаются с ведомственной росписью по надоям и урожаям озимых. Советский Союз — это страна, где почти ни у одного публично произносимого слова нет цели передать какую-то информацию, кому-то понравится или вызвать какие-то чувства, или что-то объяснить. Советский начальник обращается к гражданам по той же причине, почему консервные заводы ежегодно наращивают производство морской капусты и березового сока в 3-литровых банках, которые никто не покупает даже во времена ахового дефицита. Потому что так положено. Так положено. Это ответ на почти любой вопрос, который слышит советский человек, начиная с ясельной группы. Все делают что-то не ради результата, а потому что так положено. Несъедобное печенье, которое дают в нагрузку к продуктовым заказам, кто-то ведь выпекает, потому что так положено.
А начальство что-то читает с бумажки об изыскании внутренних резервов, об удовлетворении возрастающих потребностей советских граждан, о ленинских принципах. В этих словах нет никакого смысла, но так положено. Михаил Горбачев резко контрастирует со всей предыдущей эпохой, не только своей молодостью, но в первую очередь свободной манерой держаться на публике. Как это советский начальник, который идет пешком по центру Ленинграда? А случайные прохожие обступают его со всех сторон и дают напутствие. Дескать, вы уж будьте добрее к народу. Раньше советские начальники взирали на граждан с трибуны Мавзолея и произносили только заготовленные речи. И если содержание речей Горбачева менялось постепенно, то стиль отличался сразу. Уже тогда, в мае 85-го, стало понятно, что советская власть изменилась, когда показала, что может разговаривать с гражданами на равных. Еще один момент, когда советские люди ощутили, что их ждет что-то неожиданное, как раз второй матч Карпова и Каспарова. Спорткомитет СССР попытался предоставить Карпову преференции, настаивал, чтобы разница в счете была сохранена. Раз предыдущий матч был остановлен при счете 5-3 в пользу Карпова, сейчас его следует начать со счета 2-0. Но это уже перебор. Даже послушная Международная шахматная федерация не могла пойти на такую несправедливость. Предыдущие результаты обнулили. Начали со счета 0-0. Единственное, поменяли регламент. Матч по-прежнему длился до 6 побед, но если за 24 партии 6 побед никто не наберет, чемпионом станет тот, кто выиграл больше партий. До 24-й партии матч и продолжился. Он опять закончился со счетом в 5-3, но на этот раз в пользу Каспарова. Любимец Брежнева, глава Фонда мира, член ЦК ВЛКСМ Анатолий Карпов уступил должность чемпиона мира по шахматам дерзкому новичку. Иерархический принцип сменился нормальным спортивным соперничеством. Люди поняли, что жизнь действительно начала меняться. Советским гражданам очень повезло с эпохой, когда режим начал расползаться. С 30-х годов по конец 70-х в мире почти ничего не менялось, если говорить о домашнем кинопросмотре. Существовали домашние кинопроекторы, но даже на Западе их могли себе позволить немногие, а в СССР их вообще мало кто видел. Домашняя киносъемка была забавой для энтузиастов. Если бы СССР начал трещать по швам на 10 лет раньше, у людей просто не было бы способа обойти ослабшую цензуру. Но в конце 70-х все изменилось. Появилось домашнее видео. Простое, дешевое, высокого качества. Оно сразу же изменило западную киноиндустрию. Теперь на кино можно было зарабатывать не только через кинотеатры или телевидение, но и продавая его на видеокассетах. Советские люди же получили возможность залезть в мировой культурный контекст. Впервые они жили в той же культурной рамке, что и люди на Западе. Смотрели на тех же звезд, на ту же моду, на тот же образ жизни и на те же нормы поведения. Похожий эффект повторится уже в 90-е, когда молодая Россия попадет в нужный и очень важный момент – старт эры интернета. Причем в России он начнет развиваться тогда же, когда и во всем мире. Многим благодаря этому удалось преуспеть. Рынок еще не поделен. Можно собраться с друзьями в подвале и построить корпорацию. Так что попадание именно на 80-е эпохи домашнего видео оказалось очень символичным. История будто сама подыграла переменам. Если уж советская власть должна была закончиться, то не только экономика и политика, но даже культура ее к этому подталкивали. «1986 год. У соседа большое событие. Он в кои-то веки попал в финал международного турнира, проходившего в ФРГ. Пробежал, перепрыгивая через барьеры, 110 метров за 14 секунд. И выиграл денежный приз – 1000 марок. На руки, правда, получил всего 250, остальное забрал спорткомитет, ведь спортивные достижения – достояние всего советского общества. Ну и призы за них тоже. Советским спортсменам богатеть нечего. Они и так, по мнению начальства, прекрасно живут. Им выделяют квартиры, платят зарплаты рублей 200-300, в зависимости от звания, вручают поздравительные грамоты и вымпелы. Но все же 250 марок остается. У выезжающих на Запад спортсменов есть другой способ заработка – покупать дефицитные импортные товары и перепродавать их дома с большой наценкой. На этот раз сосед привез самый простенький кассетный плеер JVC и несколько чистых кассет. И чего, можно прям к Рубину подключить? Чего нет?
Только черно-белое все будет. Для цвета надо переходник паять. Ну, для такого дела Наоборот, можно кассету спаять. вставляют. Кассетами? Да. Да ну господи. Что это такое? Вот так вот. 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 Предложил нашим героям за 2500 рублей. Но они копили на новую стиральную машину и на джинсы для детей. Так что от видака отказались. Видеомагнитофон для советских людей в середине 80-х уже не диковинка, но все-таки очень редкий зверь. С конца 70-х в СССР выпускают отечественные модели «Электроника 505», затем «Электроника ВМ-12», полностью слизанные безо всякой лицензии с устаревшей модели Panasonic. Очереди за видеомагнитофонами не меньше, чем за автомобилями. Цена 1250 рублей. Многовато для техники не первой необходимости. Так что видаки — это для богатых. Ну и для элиты, имеющей доступ к спецраспределителю. По слухам, даже Брежнев в последние годы жизни обзавелся видеомагнитофоном и каждый день смотрел диснеевские мультики. Остальные тоже от них бы не отказались, но цены кусаются. Билет в кино на «Операцию И» или «Кавказскую пленницу» стоит 30-40 копеек. Видеокассета с теми же фильмами от 50 рублей. Чистые кассеты тоже недешево. 30 рублей за получасовую и 60 за трехчасовую. То есть примерно как шкаф. Желающих тратить такие деньги совсем немного, поэтому власть идет навстречу народу и открывает пункты видеопроката в каждом крупном городе. Их усердно рекламируют. Вот, например, ролик 1985 года с молодым Гермольником, который радостно запихивает фильмы с самим собой в видеомагнитофон «Электроника ВМ-12». Это даже не ролик, а прям короткометражка с жизнерадостной песней и переозвученными фрагментами из кино «Невероятные приключения итальянцев в России». Мне медицина помочь не может. Меня спасет только кассета с песнями Аллы Пугачевой. Достань мне кассету, и я расскажу о бриллиантах. Хитрюга! Но сейчас я хочу только Слушай, ты можешь жизнерадостной музыки. Кассету мне, кассету. Доктор, скажите, а это выполнимо? Да. В России выпущено много музыкальных видеокассет, и не только с Аллой Пугачевой. В рекламу вложились всерьез. Ее показывают перед киносеансами, явно надеясь на большой охват аудитории. Напрасно! Никто в эти видеопрокаты не ходит. Видеомагнитофоны нужны только для одной цели – смотреть то, что смотреть нельзя. К середине 80-х в СССР уже налажена система подпольного взаимообмена видеопродукцией. Такой вариант современных торрент-трекеров. Советские граждане приобретают кассеты с рук, ходят смотреть кино к немногим обладателям видеомагнитофонов. Есть вариант арендовать технику за 20 рублей отечественную электронику, за 30 импортный Sharp или Panasonic. Кассета на прокат 5 рублей. Это целый бизнес. Можно влезть в долги, купить дорогую аппаратуру, а дальше она будет на тебя работать, как призовая лошадь. Взяв на пару дней видеомагнитофон, люди устраивают кинопросмотры. Берут со зрителей рубля по 2-3, чтобы окупить аренду. Предпочитают, конечно, импортную технику, но с ней есть проблема. Западные девайсы работают в системе PAL, а советские телевизоры — в SICAM. Без переходника на выходе получается только черно-белая картинка. Переводов на русский нет. Поставленный на поток любительский дубляж, знаменитые синхронисты Володарский с таким гнусавым голосом и Андрей Гаврилов с культовыми фразочками типа «Срань Господня» и «Иди сюда, ублюдок». Все это будет позже, в конце 80-х, когда видеосалоны станут главным элементом культурной жизни. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А пока зрители только догадываются, о чем говорят Сталлоне или Шварценеггер. Ведь английский, который учат в советских школах, от реальной жизни максимально далек, и ничего не поймешь. Но сама возможность смотреть западные фильмы, еще недавно совершенно недоступные, бесценна. Особым спросом пользуются запретные в Советском Союзе жанры – боевики, ужастики и, конечно, порнография. Порнофильмы смотрят раздельно. Мужчины запираются в гостиной у телевизора, женщины ждут на кухне, потом меняются. Для государства такой вид культурного досуга граждан оказался неприятной неожиданностью. Хотя еще в 1977-м председатель Госкино Филипп Ярмаш писал записку в КГБ и ЦК КПСС. Появилась новая технология воспроизведения видео. Что будем с ней делать?
Ему ответили: «К нам это никогда не придет». Но всего через несколько лет выяснилось, что глава Госкино беспокоился не напрасно. Контроль над распространением информации – основа любого тоталитарного режима, и он ускользает из рук. Органы, спохватившись, начинают охоту на подпольные видеосалоны. Советские телевещания заканчиваются в полночь. После полуночи милицейские патрули крыльсят по городу и вглядываются в окна. Если видно мерцание телевизора, очевидно, смотрят что-то недозволенное, по видаку. Можно ловить с поличным. Перед обыском вырубают электричество в подъезде, чтобы нарушители не могли вытащить и спрятать видеокассету. Закона против видеопросмотров нет, так что если не получается доказать незаконную предпринимательскую деятельность, 162-я статья Уголовного кодекса, в ход идет 228-я, распространение порнографии. Каковой причисляют любой намек на эротику. Людей сажают и за «Крестного отца», и за «Однажды в Америке», и даже за музыкальные клипы, если там, например, малоодетые танцовщицы. Что уж говорить о той же греческой смоковнице или о реальном контенте 18+. В августе 86-го 228-ю статью УК СССР усиливают дополнительным пунктом изготовление, распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости. Теперь посадить можно вообще за что угодно. Никакого определения жестокости, и тем более ее пропаганды, конечно, нет. Вместе с кнутом населению предлагается пряник. Парой месяцев раньше выходит постановление Совета Министров о повсеместном открытии видеозалов. Ситуацию это не спасает. Легальными видеосервисами по-прежнему никто не пользуется. Это отличный пример первого этапа происходящей перестройки, когда нефункциональная система пыталась встроить в себя происходящие в стране изменения, не меняясь сама. Еще никто не знает, что уже в следующем году видеосалоны станут главным признаком кардинальных перемен в обществе. «25 февраля 1986 года. В Кремлевском дворце съездов собирается 27-й съезд КПСС. К этому времени Генсек уже завершил кадровые перестановки. Теперь партийный аппарат максимально послушен. На съезде Горбачев зачитывает доклад, в котором впервые звучит знаменитая триада «Перестройка, ускорение, гласность». Но пока что в этих словах нет ничего революционного. Под перестройкой имеется в виду улучшение всего на свете. Хозяйственного аппарата, партийных органов, ценовой политики и даже сознания. Гласность надо повышать, прогресс ускорять. Все как обычно. Постановлено, что новая 12-я пятилетка будет самой победительной. Советское руководство уверенно глядит в будущее и планирует на десятилетие. Главный вывод съезда: СССР вступит в третье тысячелетие еще более развитой державой и своими достижениями будет оказывать прогрессивное влияние на ход мирового развития. На самом деле, за этими оптимистичными фразами стоит суровая реальность. Нефтяной кризис в мире закончился, и ближневосточные страны резко нарастили добычу нефти. Цены на нее упали на 69%, до одного из самых низких показателей за послевоенный период. Поток нефтедолларов, за счет которых СССР поддерживал неэффективную экономику, иссяк. Горбачев понимает серьезность ситуации лучше многих, но пока что надеется обойтись малыми мерами. Ему кажется, что можно просто где-то подкрутить, где-то обточить, где-то смазать, и ржавый советский поезд опять весело покатится в светлое будущее. К съезду советские граждане отнеслись в целом равнодушно, но одна фраза Горбачева привлекла всеобщее внимание. Генсек объявил, что начинается подготовка к выводу войск из Афганистана. Антону 16 лет, он встает на учет в военкомате. К этому моменту любая советская семья, у которой мальчик, готовится с самого его рождения. Но сейчас уже пора не просто думать, как избежать призыва и готовить документы. Надо уже действовать. К середине 80-х репутация советской армии рушится окончательно. Военную службу подавляющее большинство молодых людей воспринимает как опасную для жизни бессмыслицу. Власть год от года усиливает милитаристскую пропаганду, но это мало помогает. Советских людей с детства воспитывают в военно-патриотическом духе. Для младшеклассников разработан культ пионеров-героев Вали Котика, Лени Голикова, Зины Портновой и прочих. Все они погибли во время Великой Отечественной войны, самоотверженно защищая родину. Книжки о них наполнены жуткими подробностями. С началом средней школы проводятся уроки мужества. Какой-нибудь ветеран рассказывает о войне. Это скучная обязаловка и повод для анекдотов про поддельных ветеранов. Например, сцена в райкоме.
Прибегает подчиненный к начальнику. Пришел ветеран войны 1812 года, требует льготную квартиру. Как, неужели кто-то еще жив? Выходит, что да, у него есть справка от Кутузова. В школах и пионерских лагерях проводятся зорницы, военные игры. Мальчики пытаются захватывать вражеское знамя, девочки изображают медсестер. Это хотя бы весело, а вот регулярные смотры строя и песни вызывают всеобщее раздражение. Раз в неделю после уроков детей в спортзале тренируют ходить в ногу и распевать военные песни. Раз в четверть после общего смотра победителям вручают переходящий вымпел, и все начинается сначала. В старших классах на уроках НВП учат правильно выполнять команды «Смирно-вольно», дружно кричать «Служу Советскому Союзу» и на время разбирать автомат Калашникова. В кинотеатрах множество военных фильмов. Поколение, само пережившее Великую Отечественную, в основном ушло. И вместе с ним ушло кино, где была показана настоящая война с кровью и ужасом. Теперь снимают по большей части пафосные картины про доблестных маршалов и движение танковых масс. Честные, страшные фильмы или кладутся на полку, как «Проверка на дорогах» Алексея Германа, или показываются ограниченным прокатом, как «Иди и смотри» Элема Климова. По радио песни военных лет, по телевизору передачи «Служу Советскому Союзу», где мускулистые солдаты крутят солнышко на турниках и с удалыми криками прыгают с парашютами. Чем ближе подростки к совершеннолетию, тем настойчивее им внушают, что служба в армии – священный долг каждого советского гражданина мужского пола. Советская армия в 80-е чуть ли не самая большая в мире, около 4 миллионов человек. Но поддерживать эту численность с каждым годом все сложнее. Потому что куда сильнее военной пропаганды рассказы отслуживших о том, что творится в армии на самом деле. О том, что в передаче «Служу Советскому Союзу» не покажут. Основное занятие, что в учебке, что в воинской части, не боевая подготовка, а бессмысленная мунштра и рабский труд. Солдаты по всей стране, за исключением элитных подразделений типа Таманской или Кантемировской дивизии, строят дачи для генералов или сдаются в наем в соседние колхозы на прополку свеклы, сбор картошки и ремонт коровников. А кроме того, все знают о чудовищной дедовщине. В армии советская иерархичность приобретает максимально античеловеческий характер. Первогодков, по внутренней терминологии салак или духов, угнетают черепа или черпаки, отслужившие год из положенных 2. Над теми и другими глумятся деды, 1,5 года службы. Дембеля, которые уже получили приказ об увольнении и вот-вот поедут домой, издеваются над всеми. Самые мягкие виды дедовщины – бытовое обслуживание старших по иерархии, уборка кровати, чистка туалетов, пришивание подворотничков и так далее. Но обычно все это сопровождается избиениями и издевательствами, нередко сексуализированными. Нравы в армии мало чем отличаются от тюремных. Как любая подобная структура, советская армия находится в замкнутом круге отрицательного отбора. Чем яснее становится, что за кошмар творится в частях, тем активнее благополучная молодежь прилагает усилия, чтобы туда не попасть. В армию идут те, кому некуда деваться. Бедные сельские парни, трудные подростки, дети из неблагополучных семей. Все, кто привык к насилию как к единственному образу жизни и действий. Чем более маргинальной кажется армия, тем маргинальнее она становится. Чем сильнее армейские порядки копируют уголовные, тем меньше желающих туда попасть. Тем более никудышный туда идет контингент. И так по кругу. В 80-е к дедовщине добавилась новая опасность – Афганистан. Специальная военная операция, которую советское население вообще не должно было заметить, обернулась тысячами цинковых гробов. Про афганскую войну несколько лет почти не упоминали, надеясь, что вот-вот все как-нибудь само рассосется. В официальной советской прессе не употреблялись слова «война» и «армия». Просто некий ограниченный контингент советских войск выполняет некий интернациональный долг. Но к середине 80-х гробов стало слишком много. Люди заволновались. В 86-м на экраны вышел один из первых по-настоящему перестроечных фильмов «Курьер» Карена Шахназарова. В финале главный герой, не поступивший после школы в институт, собирается идти в армию и видит перед собой дембеля, десантника с боевыми наградами на кителе и ожогами на лице. Советскому зрителю очевидно, что вернулся десантник из Афганистана. Весьма вероятно, что такая же судьба ждет героя фильма. Главный способ спасения от армии – высшее образование. Если в институте нет военной кафедры, служить придется год. Если есть,
то все, что тебе грозит, военные сборы после 4 или 5 курса. И вместе с дипломом ты получаешь звание лейтенанта. Формально это не освобождение, а отсрочка. Но на практике военкомат от таких лейтенантов уже ничего не требует. К 80-м в Советском Союзе подросло второе поколение молодых граждан, для которых поступить в институт или загреметь в армию – самая важная развилка в жизни. Главная функция системы высшего образования к этому времени – освобождение от службы, остальное к ней прилагается. В глазах абитуриентов институты делятся на те, где есть военная кафедра, и те, куда поступают только девушки. Но к этому времени страна угодила в демографическую яму – наследие Великой Отечественной. Поколение, родившееся в 60-х, было малочисленно. Каждый год на свет появлялось примерно на 500 000 меньше детей, чем до того. Из-за старой войны перестало хватать молодых людей для войны новой. Так что в 80-м в закон о всеобщей воинской повинности вносят поправку. Отныне отсрочка для студентов, а по факту освобождения от армии, распространяется не на все вузы с военной кафедрой, а только на те, что включены в специальный перечень. Новое правило должно вступить в действие с 82-го. На практике его начинают применять только в 84-м, зато очень активно. В 86-м военкомы уже гребут всех подряд. Математиков, физиков, филологов, даже флейтистов и скрипачей из консерватории. Высшее образование как способ откосить больше не работает. Никакой альтернативной службы СССР не предлагает, там нет этого и в помине. Единственный выход – получить статус «негоден к строевой службе по состоянию здоровья». Официально от армии спасает множество хронических заболеваний. Но военкоматам надо выполнять план по призыву, так что ни язва желудка, ни бронхиальная астма медкомиссию не впечатляют. Военкомов не волнует, сколько времени ты вместо службы проведешь в военном госпитале. Пугает их только одно – психические заболевания. Если они отправят в часть нестабильного призывника, а тот возьмет автомат и перестреляет командиров, вот тогда у них будут проблемы. Надо сказать, такие инциденты в армии периодически происходят. Так что опасаются военкомы не на пустом месте. В 83-м Виктор Цой имитирует попытку суицида и угождает в знаменитую ленинградскую психушку на Пряжке. Вышел он оттуда с новой песней «Транквилизатор», чуть ли не самой мрачной в его творчестве, и диагнозом маниакально-депрессивный психоз, ну и освобождением от армии. Этот случай не уникален. В середине 80-х резко возрастает количество молодежи призывного возраста с психическими отклонениями. В книжных магазинах учебники психиатрии расхватывают быстрее, чем романы Валентина Пикуля про любовников Екатерины Великой. Учебники нужны, чтобы прийти на медкомиссию подготовленным. Кто-то изображает шизофрению, рассказывает про галлюцинации и голоса в голове. Кто-то имитирует невроз. Это безопаснее, от этого меньше лечат. 2 недели в дурдоме и все, можно не бояться Афгана и дедовщины. Но это могут оказаться тяжелые 2 недели. Психиатры догадываются, что их дурачат. Некоторые закрывают на это глаза и все понимают, саботируя попытки государства максимально пополнить армию. Но некоторые относятся к своей задаче серьезно. Их еще надо постараться убедить, что ты не симулянт. У тех, кто успешно прошел проверку, возникает другая проблема. Их начинают лечить. Тогдашняя психиатрическая фармацевтика во всем мире не очень-то щадит пациента. У нейролептиков, вроде популярного тогда галоперидола, куча побочных эффектов, вплоть до судорог и даже эпилептических припадков. Здоровым людям такие лекарства прямо противопоказаны. Да и в дальнейшей жизни психиатрический диагноз мог сильно помешать при приеме на работу или получении водительских прав. Несмотря на это, через советские психушки прошли, вероятно, сотни тысяч вчерашних школьников, которым надо было откосить от призыва. Армия была страшнее. Наши герои, родители Антона, снова использовали проверенный способ выживания в СССР – взятки и связи. Через знакомых нашелся профессор-невропатолог, который за 100 рублей поставил Антону неврологический диагноз. Это тоже подойдет для военкомата, все-таки нарушение работы мозга. И в психушке лежать не придется. Все, что нужно, через 2 года перед призывной комиссией пройти обследование в клинике нервных болезней на улице Россалима, где дружественный профессор – уважаемое лицо. И гарантированно получить диагноз, не требующий лечения и не ограничивающий в жизни, но спасающий от армии. К
тому же, если Горбачев не шутит, афганская война вот-вот закончится, а вместе с ней наверняка закончится и ужесточение призыва. Может, через 2 года и нервные болезни не понадобятся. Опять достаточно будет поступить в институт с военной кафедры. Одна из самых острых проблем в жизни советских родителей успешно решена. Можно вздохнуть с облегчением. — 28 апреля 1986 года, понедельник. Вечером после работы Михаил задерживается. Стоит в очереди за модными польскими галстуками. Ему необходимо обновить гардероб. Очень похоже, что вскоре его отправят в командировку аж в ФРГ, в настоящую КАП-страну. В мире международное потепление и разоружение. СССР собирается закупить в Германии новую конвейерную линию для автоагрегатного завода в городе Заинске. Западные производители рады освоить новые рынки. Михаил возвращается домой прямо к программе «Время». Там все как обычно. Советские трудящиеся рапортуют, западные трудящиеся протестуют, бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказывает про фонд мира. В конце крохотное сухое известие. На атомной электростанции в Чернобыле произошла авария. Но все под контролем. Максимально нейтральное сообщение длиной в 16 секунд. Но в Советском Союзе о произошедших внутри страны катастрофах, авариях и взрывах по телевизору вообще никогда не сообщают. Значит, произошло нечто экстраординарное. Тем более, что дальше следует гневная отповедь западным журналистам. Они все врут. Тысячи человек не погибли. Разрушения незначительны. Вот в доказательство фотография. Уровень радиации вообще понижается. Да лучше, чем был. Это может означать только одно. Произошла катастрофа, какой еще не бывало в СССР. А может и во всем мире. Ядерной войны не случилось. Зато случился мирный атом. И выживет ли кто теперь? Большой вопрос. Вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Как нет и тысяч погибших. Оперативную машину на выезд. Что там такое? Танечка, иди сюда быстрее, у нас атомная горит. Ой, мать. Ой, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, 3-4 между 3-4. А там люди есть? В этом мотиве есть какая-то фальшь. Но где найти тех, кто услышит ее? Подросший ребенок, воспитанный жизнью за штабом. Теперь ты видишь солнце, возьми, это твое. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой... Как непрочные стены наших квартир, но кто-то один не подставит за всех плечо. Я вижу дом, я беру в руки мел. Нет замка, но я владею ключом. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоной. Я объявляю свой... Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без